Всем привет. Продолжаем проходить паука. Значит, Фиска мы поймали. Потом поймали Шокера. По идее, сейчас у нас на следующий по счету у нас будет Мистер Негатив и встреча с Майлзом Морализом. Вот. Одел другой костюм, он вроде немного защищает от пуль. Прошел некоторые побочные миссии, которые не очень интересные. Но их игра, в принципе, заставляет проходить, чтобы у тебя были поприкольнее гаджеты, повеселее какое-то было перемещение, удары и так далее. Ладно, все, поехали. Продолжить. Нам сюда. Надо прям забраться, да? Человек шел, у него просто ноги не двигались. Забыли прописать анимацию. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Но у нас эта сцена была... Нет, рано. У нас эта сцена была на показе E3, когда рекламировали выход этой игры на PS4. Прямо вот эту сцену рекламировали на заводе. Тут будет прикольно поставлена сцена с вертолетом. Да давай его тащим тоже. Ага, никто не заметил, все нормально. Вот у нас еще тут один ходит. Давай мы его отсюда снимем. Оп, иди-ка сюда. Угу. Троих я уже поймал. Остальные насторожены, но пока меня не видят. Давай вот тут подождем, сейчас он к нам все равно подойдет. Мы вас тащим прямо вот отсюда, но чуть-чуть подальше встать. Ждем. Ждем. Берем. Так, ну примерно 2 человека осталось. Я попробую панику не поднимать вообще. А то их тут понасыпет сейчас. Куда он идет? Ага. Давай подождем, наверное, пока он вот туда свалит. И мы вот это вот утащим. Ну, я думаю, достаточно. Оп, и последнего. Нормально. Рядом будет висеть. Как братаны. Так, нам еще дальше. Но это еще не все. Какие замечательные. Их тоже забыли прорисовать. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Так, ну а с этими деремся уже. Прям в ухо мне засветило. Оп. Ну, этого с автоматом я сразу добил. Еще. Все? Функция костюма еще полная, заряжена. Неизвестный звонок. Эй, Вилли. Ты Классный комбез. Стройнит. не лезь в мои дела. Я так полагаю, то, что Фиск у нас прямо из тюрьмы руководит своей бригадой. Стой, демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу.
Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. А их что, действительно прямо спасать надо? Я никуда не пойду! Люди фикса спасены. А просто мне их вырубить надо, что ли? И он будет спасен? Нет, слушай, они почему-то спасенными не считаются. Я, может, что-то не так делаю? Да иди ты отсюда. Задолбал. Получается, всех надо перебить. Пока что-то ни одного человека не спасил. Не спас. Не спасил. Будьте здесь, ждите полицию. Так, вот. Все понятно. Их надо перебить. Всех, кто на них нападает. Да без разницы, в принципе. Давай вот туда пойдем. Мне бы ниже. Ага. Выключаем. То есть, короче говоря, мы людей Икса избавляем от людей этого негатива. Ну, которые демонами называются. Так, все, 2 спасены. Ну да, он бы разобрался. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска. Да, надо выходить как-то отсюда. Ладно, давай выше. Подтяжечка. Не подходи! Я сказал, не подходи! Ну точно. Ну, когда их с крыши скидываешь, они как бы сразу же умирают, добивать не надо. Блин, ну как они дамажатся просто с автомата. Жуть какая. Падла, я чуть не сдох. Со своим серпом. Еще есть кто? Да, тут мне вертолет Я насолил. привлек их внимание. Надо быстро найти выживших. Да подожди ты. Как бы повыше-то забраться. Блин, ни одной точки что-то нету. Как подняться-то поудобнее? Ладно, давай так. Блин, я туда же вернулся. А давай вот здесь, да, где-нибудь повыше попробуем. Они где-то тут примерно. Давай, давай, давай. Пока он перезаряжается, лучше их поскидывать. Все, 4 спасено. Еще 2. Опа. Концентрация же была. Че ты просрал удар? Все. Еще один остался, по идее. Ну, таких мы уже били. Это так же примерно, как и фикс у нас был. Все. Оп, поближе. Один там хотел подкрасться ко мне. Шлеп. Я бы его вынес. Так, функция костюма у меня тоже есть. Это если что уж, на случай жесткого замеса. Я тут еще разные эти, как его, функции пооткрывал, но самое оптимальное, это когда у меня там куча этих клешней вылезает из-за спины.
Кстати, на 4-й плойке этого не было. И про Мстителей он ничего не говорил, по-моему, в репликах. Порядок? Все, порядок. Да, спасибо. Я спасены. А, вот мне строителей надо было спасать. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, Еще вертолет. кто управляет демонами? Может он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Этими демонами управляет мистер Негатив. Или просто Негатив, как удобно. Вот и он. А нет, кстати, это не он. Это Снова только помощники. Это прикольная сцена с вертолетом. Всякие крутые моменты будут и так далее. Кинематографичненько снято. Чтоб тебя! Да, давай уже. Кстати, не очень-то костюм защищает от пуль. Не-не-не-не-не! Ну так, еле-еле. Вау. Он аж вырубился на какое-то время. Давай, давай! Аж потом это все разгребать будет. Это правда случилось? Так, окей, мы летим за вертолетом. Тут поступают сообщения о вертолете Ага. с чугунным Я уже шаром. заметил. Ага, ситуация с демонами Подожди, усложнилась. почему с чугунным Держись, шаром? Юрий, я иду. Он же контейнер тащит. Я разберусь. Почему с чугунным шаром? Это, наверное, оговорка по Фрейду. Блин, может повыше как-то пытаться забраться? Что-то как-то я не очень его догоняю. Ракеты! Подожди, давай выше. Где он? Ни хрена, что-то он какой-то быстрый очень. Что такой вертолет шустрый? Этот вертолет ломает город. Я Ну. знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Так вот. Довольно-таки шустрый вертик. Че он так быстро перемещается? Эй. Кстати, да, тоже вот эту способность прокачал. Он теперь может уклоняться в определенный момент. Нормаль. Либо он по скрипту должен чуть-чуть притормозить. Это мой шанс. Оп, дотянулся. Да, он, видимо, по скрипту как-то его ловит. Потому что у нас примерно всегда одно и то же расстояние было. Замечательно. Так, паркур, как он там Не делается? успею об этом пожалеть. А, ну его так и делается. Эх, в дырочку-то я не попал. А если бы застрял он в ней? Оп, иди-ка сюда. Эй! Минус полетите в один. Ньюарк! Так, и что? Ползаем. Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Сейчас мы еще вертолет разберем по частям. Минус один движок. Теперь второй. А где он находится-то? Мне Понятно, придется где. просить вас посадить вертолет, сэр! Все. Я даже не знал, кстати, где у нас у вертолета движки Надо находятся. вырубить второй двигатель. Логично. Сейчас делаем. Все.
Нужен Хотя да, план. в принципе. Срочно нужен план. Где бы еще вертолету движки иметь? Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь. Эпичненько. Ты сможешь, сможешь, Оп, сможешь. иди-ка сюда. Не хотел бы я жить в Нью-Йорке. Точнее, в Манхэттене, по-моему. Пит, не подведи. Он же у нас в Манхэттене. Нашмаляли. Шмалялка. Все, зафиксировали вертик. Сидишь такой, обедаешь просто бургером своим любимым. И тут вертолеток часть прилетает тебе. Я бы больше вообще на улицу не Маски выходил. Просто чума. Где вы их берете? Ой, старый! Я тебя убью. Спасибо. А у них есть веб-сайт? Есть! Упс. Че, лети за челом? А, не, Эй, нормально. Юрий. Он попался. Я поймал негодяев, но Что, но? лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз, Вот, Майлз наш Моралес. фанат. За него будет дополнение. О, черт, я опоздал. Ты идешь? Майлз, Нет, ты мне где? пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. Так, мы теперь немножко за Морализа, да, играем? А нет еще. Какой-то там будет момент, что мы будем за него играть. МJ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Давай, наверное, Стой. Давай что-нибудь качнем, наверное. Костюмы новые, да? А, нет, вот это открылось. Повышение эффективности лечения с помощью концентрации. Блин, это пригодится, кстати, у меня как раз есть. Ослабление эффекта светошумовых. Паутинные атаки приносят дополнительную концентрацию. Это противника больше времени, чтобы вас обнаружить, когда вы прячетесь. Блин, и это тоже надо. Ладно, давай мы так заменим. Просканированные враги продолжают выделяться подсветкой до начала боя. Ну, это что-то как-то не очень интересно. Гаджеты. Давай вот это уже мы до конца докачаем. Да и это тоже. Тут все? Нет, не все можно прокачать. Вот это почему-то не качается. Не знаю. Навыки. По-моему, уже да, все. А нет. Увеличение урона от дальности паутинных ударов. Да давай. Не все ли равно? Скорость раскачки на 5% поднялась уровнем. То есть каждый уровень тебе еще накидывают концентрацию шкалы, скорость перемещения, полоску жизни. Вроде все. Вау. Все-таки, как ни крути, надо проходить эти побочные задания. На инкассаторскую машину напали люди в масках. Просто так веселее немножко играть получается. Ну-ка давай, размотаем. О, как раз на жирный попал. Аккуратненько себя ведем. Яу. Блин, что-то их тут много. Ни хрена они напали на меня. Вы что, дикие, что ли? Ну давай, хоть кому-нибудь-то. Что-то их тут на квадратный метр 508 на меня налетело. Да ё-моё. Блин, я даже не знаю, кого бы вырубить-то пошибче. Вот это, бля. Пока подтягивался к одному с автоматом, меня толстый перехватил. Ну и ладно. Я потому что с самого начала много урона прилетело, мне просто врыло. Там 6 человек одновременно в меня ударили. Еще бы я не подох. Их бы, конечно, как-нибудь рассредоточить. Да блин.
У меня же тут куча паутины всякой. Всем постам. Сотрудники ведут Я паутинной бомбой, если что, в них долбану. машина к югу от Хаустон. Когда в банде попадается два жирных чувака, то тяжеловато. Они начинают просто друг за другом спамить ударом. Ультой своей. И все. Тебе немножко хана может стать. Такое бывает. Жажда скорости 2. Что-то летишь, качается там по себе. Точнее, не качаются эти ачивки какие-то получаются. Да, вот сейчас мы будем за морали чуть-чуть лобать. Напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне 3. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически Прическа, конечно, у делает него тебя просто супергероем. великолепная. Супергероем? Нет, просто Ну, я... походу, волосы просто как у Лего у чувака надели на голову. Вот так. Идем, милый. Добро пожаловать. Почему Осборн Прежде чем рыжий? передать Он никогда слово рыжим не был. Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, Ну, что здесь живут. Хотя, думаю, война банд наконец закончилась. А теперь что, я передаю слово совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? причем лицевая анимация основных персонажей, она сделана неплохо, но вот если приглядеться в толпу, то это вообще мрак полнейший. Просто жуть, у них там все такие рожи ужасные. Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но... Тут Осборн, по-моему, рыжий такой же, как Карнаж должен быть рыжий. Вот прям огненно такой. Но я не знаю, что-то вот как-то не ложится мне представление Осборна как рыжего персонажа. Не знаю. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Чуйка сработала. Но это еще не мистер Негатив. Это просто, да, вот он, мистер Ли. Негатив просто управляет, гипнотизирует людей. Что-то у них гранаты какие-то странные. Ну, взрывчатка.
На этот. На салют больше похоже. Майлз, ты живой? Надеюсь, в дополнении объясняют, как Моралес получает свои суперспособности. Питер! Питер вырубился. Питер! Майлз! Нет, нет! Майлз! Да что ты орешь? Он уже встал. Здесь только держись. О, слава богу. Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Причем после взрыва, что у Майлза, что у Питера, у них одинаковые царапины над бровью и вот здесь на щеке. Слышишь, сожми мою руку. Жди здесь. А я пойду искать папу. Питер. Питер, очнись. Совпадение? Не думаю. Давай, скажи что-нибудь. Так, ну пока Паркер в отключке, надо мать найти. Или отца. Это безумие. Уже хоть бегать можно. Вот только куда? Не вижу, куда идти. Вон, по-моему, под машину надо, да? Да, но мы не мать ищем, мы отца ищем. Мам? А нет, мать искал. Я думал, ему мать сейчас на ухо орала. Давай. Давай. Оба. Вот черт! Палка отлетела. Скорей! Думать! Скользит! Давай еще. Чик. Все, мамку выковыри. Майлз! Майлз! О, Ты в порядке? Господи! Ты молодец, парень. В порядке? Да. А ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Что у них у Всё всех хорошо. лоб и щека-то поцарапана? Я буду в порядке. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ладно, слушай, Я люблю тебя. мне надо найти папу. Нет. Майлз, нет. У всех повреждения одинаковые. Вообще париться с этим не стали. Я его найду. Куда бежать-то? Сюда? Нет, не сюда. Вот, куда-то тут. Давай еще выше наверняка. И еще выше. Папа жив. Я знаю. Уже задатки паука есть. Он был прямо там. Ну, он где-то на ступеньках, по-моему. Так а что ты смотришь-то? Что за черт? О! Вот и демоны. Ну, это тут немного стелсом, да, нужно? Прыгай. Куда это ты? Ползем сюда. Такое ощущение, прям за одним подростком будут и охотиться. Или они всех очевидцев просто убивают. Спокойствие. Тетя руль потеряла. Ладно, он уже ушел, считаем. Сейчас он светить перестанет. И побежали. А чё ты не перелезаешь? О, наконец-то. С 10-го раза. Тихо. Да, ё-моё. Да, я видел, что заметили. А, ну хоть отсюда. Спасибо.
Понятно. Надо еще ждать прямо за этим же ограждением. Пока они оба оттуда не уйдут. Пока не могу. Он даже сам говорит, то, что не может пока. Всё. Так. Ну, нам туда, в то здание надо. Потом повыше. Тихо. И они прям не видят то, что в полуметре от его головы идет подросток лет 15-17. Или сколько ему там. Вот прям вообще незаметно. Что, куда идти-то? Может сюда? Блять, опять спалят сейчас. По идее, он не должен ко мне. Да, он сейчас успокоится, просто мы посидим Папа, прям да. тут. Надо ему помочь. Я даже вижу, куда идти надо. Все нормально. А у него тревожность с него спадет. Что, уже можно идти? Я найду тебя. Ну да. Эта драка будет обязательно. Ну как драка? Нет. Нет. Стойте. Нет. Хватит. Нам пора. Сейчас же. А у него целый центр благотворительный у этого Ли. Папа. Прикрытие, наверное. Папа. Папа. Все. Папа, нет. Батя Зент. Очнись, пап. Очнись. Очнись. Неделю спустя. Ну, мотивация-то понятно, что. Какие розы красивые. По-моему, красные розы на могилу никто не приносит. Ну, типа, нельзя. Если я не ошибаюсь. Обычно все несут гвоздики. У них как-то что-то не похорон, а свадьба какая-то. По-моему, эти цветы не к месту. Мои соболезнования. Да ладно, это для мотивации. Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Вот это вот он хотел сказать. Или со временем станет полегче. Или, знаешь, таков замысел Божий. Прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Ну, прическа у Майлза, конечно, у Батсона вообще. Я раньше не прошу замечал. прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Его надо отвезти в лес и выпустить. Так. Сколько опыта навалили. Прости, Джефф. Качайся не хочу, да? Я занята. Что такое?
Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен. Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства. Ну да. И дождик пошел. Это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли? Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир. Если его нет в Центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно. Ты молодец, МJ. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Ну, гипнотизировать что-то Он в этом роде. пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Рыжей бабе, которая мозги делает постоянно. Так, давай, может быть, что качнем. Слушай, гаджеты, что-то открылось. Что это? Дроны могут произвести больше выстрелов на одном заряде. А, качаться-то нечего. И это тоже не хватает. Ладно. Давай навыки посмотрим. Что-то у меня всего одно очко. Угу, мощный рывок. А нужен ли он? Находясь в воздухе, удержите игры, чтобы поднимать противников вверх и делать их уязвимыми для воздушных атак. Ну, не знаю, что-то как-то это все. Либо просто качать уже. Давай, наверное, покопим автомат и будем дергать. Это тоже пригодится. Давай так. Боевочку чуть-чуть качнем. Прокачаем, наверное, все способности, которые есть по одному. Сюжетка началась, хотел на побочку сходить. МJ была права. Здесь все кишит демонами. Ну, опять стелс-миссия. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Под дождиком мы их потаскаем. Ну, там двое, да? Надо отвлекать. Отвлекать. Есть куда треснуть-то? Ну, давай в бочку. Иди посмотри, что там происходит. Это утащим. Сейчас второго отсюда же заберем. Давай. А чё? О. И было не было. Он вообще куда-то собрался. Странный какой-то чел. Так, а сюда второго мы не сможем, да, прилепить? Ну, рядышком его просто повесим, да и все. Сколько их? Еще трое, да? По-моему, вот этот самый такой безопасный у нас товарищ. Че это он опасный сразу стал? Понятно. Мне сдается, надо подождать немножко. Так, музычка начала играть тревожно. Мне он там бешеные все бегают. Но не зовут других. Сейчас у них истерика закончится. Они как раз рассосались между собой. Слушай, давай-ка мы толстенького захватим. Иди-ка ко мне сюда. Опа. Пирожочек мой. Попался. Ну и этого сейчас. Все-таки хорошая способность нокаут брать с дальних расстояний. Прям особо к ним приближаться не надо. Он их и так
берет сверху на больших расстояниях. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. И что? Надо понять, к чему он подключен. К щитку, естественно, что-то. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Прям все разжевывает, а. Ну, что-то вышло, но похоже, схеме нужно больше напряжения. Ни хрена тут щитков появилось сразу же. Это достаточно так стрельнуть? Да. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Да, еще Может, третий. рядом есть еще электрощиток. Почему их раньше не подсвечивалось? Попался. Почти Всё? все. Еще одного хватит. Да ладно, еще один есть. Да вы прикалываетесь. Он снаружи. Давай, а где он? Бля, он за коробками был. И чё, как их? Ага. Понятно. Ну тебе это точно все. Ага. Мне вон туда надо. Чик, и поползли. Только в какую сторону, хрен его знает. Ну сюда куда-то. Вот черт. Что у них тут? Оружие. Какие-то схемы. Бомбы на колесах еще не хватало. Угу. Это, видимо, новые побочки будут. Бомбы подобные обезвреживать. Взрывчатка со стройки Фиска. Взрывчатка. То есть негатив особо париться не стал, он просто взял... Здесь они планируют свои атаки. Угу. Как он по этой карте вообще что-то понял? Жесть какая-то нарисована. Сложные высокие технологии. Что-то на мои гаджеты. Ну, на паучьи похожи гаджеты. В общем, у нас этот негатив не стал особо париться, он просто взял у Фиска все эти, своровал. Нужно к каждому контейнеру подойти. Оружие из арсенала Фиска. У Фиска своровал, не в общем, война, Бан. взрывчатку и все. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Осборна. Привет, нашел Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Осборна. Я нашел адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Блин. Что-то по метро не очень перемещаться. Застревает он. Юрий, это я. Давай быстрее, на меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Осборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты наврал, сам будешь искать мне новую работу. На кону ее карьера. Не, ну если вдруг паук правда ошибился. Все, она. Тетьку уволят. Ошибился. Ошибся. Еще 2 гаджета мне должны дать. 3. Каких-то. Ну, в принципе, все, что надо, у меня уже есть. С этим уже можно игру до конца закончить. Ну, я тут карту прилично почистил от всяких побочных заданий. Единственное, что не стал запариваться там голубей разных ловить и так далее.
Это потому что вообще что-то бред какой-то. Кстати, у меня там очки-то не накинули? Нет. Consolidated Shipping. Угу. Снова стелс. Куча народу. Нужно попробовать по-тихому. Впрочем, стильно. Все с оружиями. Если будем шуметь, мне сразу же... Чё? Открыть страницу гаджета. Теперь вы можете изготовить мини-ловушку. Здорово. Я на улицу чуть попозже пойду. Мини-ловушка. Использую то, что нашел в центре Чтобы изготовить переработки. мини-ловушку. Окей, готовим. Мини-ловушка. Как работает вообще? А, и все, да? Ты просто ее на ящик кидаешь, и он потом врага к стенке притягивает. Понял, принял. Даже качнуть ее можно. А, нет, не на что. Отлично. Там Оружие какие-то плохишей против них самих. нужно побочные новые выполнять. А мне прям обязательно на него это делать? А давай на того долбанем. Можно? Не дотягивается. Ладно. Он по скрипту пошел. Все, я понял. Это, друзья, называется кармическим правосудием. И этого тащим. За кармическое правосудие. Такс. Остальные у нас в той части, да, получается? Блин, его видят. Ой. Мы тогда вот так сделаем. Дико посмотри, что там. Ну давай, мужик. Я аж бочку откинул. Смотри, чуть не спалился, кстати. Его таскать по-прежнему, да, опасно. Его потому что вот тот видит. Вот в чем проблема. Кроме того, блядь, то опасно, то безопасно. Вы хоть определитесь. Давай мы тогда сначала вот этого утащим. Блин, он далековато. Ай-яй-яй-яй. Да все, хана, спалился. Придется покататься тут немножко рядом. Там ветер прям задолбал встречный. Я смогу кататься еще через некоторое время. Пойду в Кодори Спорт. А, ну понятно. Развлекайтесь, короче. Похоже, они потеряли меня. Не, у меня свой спорт сегодня будет. И на выходных, по-моему, тоже. А где он? Главное, один пошел искать. Вот второй. Тихо. Есть время. Есть время вот этого утащить. Блин. О, давай, нормуль. Сейчас мы второго утащим. Иди-ка сюда. Ну, как-нибудь засесть. Может быть, отсюда он его утащит. Бля, плохо видно. О, нормально. Сейчас мы его прям между ящиков похороним. Пойдет. Давай-ка мы, наверное, повыше заберемся. О, тихо. Бля, тут же спалился, ну серьезно. Как они меня услышали, пока я летел? Сколько их вообще? Так, они решили, что я сбежал. Да пока не особо они решили, что я сбежал. Давай вот тут засядем. Забираем.
Вот того надо сначала. Он же один. Блять, он меня палит. Тихо. Сейчас попробуем подкрасться. Ну. Готов. Нокаут. И этого заберем. Сколько их еще осталось тут? Угу. Вот этих надо акробатов разделять. И там тоже. Так, ну давай тогда что мы сделаем? Сейчас мы по стреле, наверное, пробежим. Блин, наверное, спалят. У нас тут кто-нибудь ходит? Из волшебных. Давай так. Они вдвоем сразу повернулись. Не пойдет. Оп. Иди-ка сюда. Самый любопытный. Тащит. Главное еще правильно сесть, на уступ надо. Ну вот. Хотя я этого человека вообще не видел. Тоже пойдет. Давай-ка мы попробуем вот этих ребят разделить как-то. Хотя у меня есть вот новая эта штука. Куда бы ее зафурычить-то? Не, обида, он тут не ходит. А вот здесь вполне. Сейчас посмотрим, мы его просто подождем. Ну? Траектория у него в любом случае одна и та же будет. Угу. Хорошо. Вот этого сейчас утащим. Иди сюда. А мы того можем тоже на паутину ломануть? Слушай, нет. Мы его сюда влепим. Как раз он как... Ну, чуть-чуть, ты там полметра не дошел. Ну, в сторону. Оп. Попался. Сейчас спрыгнул. О, дурак. Палится вообще на раз-два на ровном месте. Так, ну их двое осталось-то. Надо их просто как-нибудь... О, и тот идиот попался. Замечательно. Тащим. Всё. Ли снаружи нет. Проверю внутри. Все, меня не заметили, отлично. Выдергиваем. Так усердно всех ловил по этим, по разным участкам. Там аккуратненько их всех пеленал. Вешал на столбы, чтобы просто взять и в наглую дверь выдрать со всей дури. Ну, точно. Есть мозг, нету? Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Угу. Что еще я тут могу найти? Картину. Это карта города. У них базы по всему городу. Еще, короче говоря, у нас еще пачка побочек открылась.
На странице легенды, вызываемой нажатие Y, вы можете отфильтровать любые обозначения на карте, ну понятно. У нас еще добавилась куча этих побочных заданий. Только они что-то не отмечаются пока, ну и ладно. Да, склады демонов. Ну это чисто вот подходишь к такому же складу и надо по стелсу всех зачистить. Что-нибудь посмотреть намного и всё. серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Говорю, вот так вот посмотреть, просто вот рюкзаки. Раз. Побочные задания. Ну, ладно, будем это за мини-миссии их считать. Достопримечательности. 2. Тайники Фикса. 3. Потом еще какая-то штука недоступна. 4. Научные станции. 5. Загадки черной кошки. 6. Голуби. 7. Еще какая-то штука недоступна. 8. Преступления бандиты. 9. Преступления демонов. 10. Еще 2 недоступных. 12 побочных этих заданий на каждой территории примерно. Ну, на каких-то там по 8, по 10, но на каких-то же все равно 12. Ну, это же, ну, серьезно? А на каких-то еще даже больше, по-моему, чем 12. Охренеть просто. А зато сюжетка проходится за 10 часов. У нас этого друга украли, по-моему, с Железного Человека 2, да? Который Микки Рук Не играл. хватило и одного светящегося хлыста. Так, этого... Бросая в них предметы. Хорошо. Какие можно еще в него предметы бросить? Вот я еще один вижу. Я его Не вырубил. уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. Я тут в текстурах немножко застрял. Ну и толпа стандартная. Я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет, но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Эх, тихо, я себя не вижу. Блин, тут все понабежали. Ну и чего ради я тут стелсом занимался. Если все равно ты будешь драться с толпой. А, тихо. Меня окружили просто. Что происходит? Так, ну мне этого не ударить. Стой, аккуратно. Иди сюда. А сейчас он бьется, его не обязательно какими-то предметами лупить. А! Да как я уворачивался же? Пошел ты. Давай, бля. Он все равно быстрее меня схватил предмет. Ну и ладно. Давай еще раз. МJ, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Осборна. Отлично. Ты нашел Ли? Нет. Бля, вот как? Ты летишь к одному, тебя второй Место тут под же в ухо названием бьет. «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Да, конечно, бывает такое, что они друг другу мешают. Падла. Вот как? Враги вот с этими серпами, ты их должен бить, только удерживая кнопку. По-другому тебе его не ударить. Но как только ты его начинаешь бить, этой кнопкой, удерживая ее, Есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». побегает кто-то другой или стреляет в тебя с оружия. Проверю и перезвоню.
Просто нужно местами, как блоха, тут скакать между ними. Нет, не того ты бьешь. В этих не надо почему-то предметами швыряться. Окей, тот полежал, но встал. Так, сколько вас тут? Давай, кто быстрее? Падла. Ну давай вот так. Можем его? Нет, не получится. Так, ладно, пока он там за лицо держится. И можно ударить. Как это работает? Что за хрень? Бля. Он его взял, дернул. Он не подхватил этот предмет. Он его, блин, падла. Вот. Получилось его спеленать. Странные враги какие-то, но новые, не очень понятно, как с ними. То по одному можно как-то их пошвырять предметами, то и паутина иногда срабатывает. Оружие к бою. Что-то новое. Нет, этот мой. Ладно. Я убью этого ублюдка. Эй! Так дела в нашем городе не делают! А, у нас эти ребята с организации Соболь, да, по-моему? Эй! Так она Может, называется. сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1. Код ЧП-1. Ждем указаний. Код ЧП-1 принят. Есть контакт. Ждем серебряную птицу. Какая женщина. Прям Devil May Cry. Как эффектно. 8 из 10. Все, выделался. А он как будто не заметил то, что маленькие штуки летят вокруг него. 9 из Выкладываются. 10. Отпусти, он работает с нами. Юрий, может, объяснишь? Это Сильвер Соболинова, глава Соболь Интернешнл. Соболинова. Частного агентства. Ее нанял мэр Осборн. О, у мэра есть ручная армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. Все потом. Окей. Привет, прости за все эти дела с Соболем. Все случилось так быстро, не успела сказать. Все в порядке. Мы все равно друзья. Мы не друзья. Ты разбиваешь мне сердце. Короче, мэр полностью доверяет Соболю. Мы проверили тот адрес, что ты дал, собрали много доказательств попытки взрыва, но ничего на Мартина Ли. Кстати, по продвижению сюжета я смотрю, что сначала прям солнышко, светлые деньки такие были, солнце светило, а сейчас дождь какой-то, серый день прям. Я бы не сказал, что это динамическая смена погоды, но, по-моему, с прохождением сюжета у тебя меняется пейзаж. Я работаю. Привет, МJ. Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в Пир, чтобы понять, почему он так поступает. И что планирую делать дальше. Хорошо. Передавай привет, Мэй. Погоди, ей же ничего не угрожает, да? Нет. У Ли одна единственная цель. Норман Осборн. Точно, кстати, солдаты Соболя сейчас, короче говоря, тоже по всему городу будут. Еще одни побочки, короче говоря. Вот они стоят тут, прожекторами своими светят. Я помню эту фишку, потом уже под конец летишь просто по городу. У тебя, блин, все летит. Снайпера, ракеты,
Стреляют все, кому не лень. Так, мы сейчас к тетке, да, идем? Туда вот, благотворительную организацию. Угу. Питер? Раз ты за главную, пока мистера Ли нет, кто делает твою работу? Я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуше. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудный период. Знавала я такого мальчика. Помню, работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду, осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю, я сам хочу. По-моему, еще что-то будет за Моралес, за какой-то маленький такой вот геймплейная вставочка. Надо проверить офис Ли. Но это не точно. Ну, офис Ли у нас на 2-м этаже. Это уже понятно. Пит, рад, что ты в порядке. Да, Такой пока офис, держусь. просто заходи, кто хочет, прям. Кабинет закрыт. Как мы? Логично. Спасибо, я ценю это. Так себе злодей этот Ли. Ну, проникнуть в Может, офис где-то Ли. есть вентиляция? Офис Ли просто такое ощущение, знаешь, он обязан был открытым быть. За хрень вообще. Что, по вентиляции надо ползти? Тогда на 2-й этаж опять надо идти. Ну, давай. И нам куда-то вот... Никогда не видел этой комнаты. Не в нее? Нет. Может, он там трупов расчленяет. Что, не работает? О, что это? Ну так надо вырубить. Высоковольтные провода. Зачем такая мощь? Я раз 8 нажал, прежде чем ему нужно было дернуться от тока, и потом только эта штука срабатывает. А туда, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. Они прям всей толпой хотят к своему начальнику в офис залезть. Что за хрень вообще? Он должен закрываться и никого туда не пускать. И, по-моему, этот офис как общественный туалет. Что бы сделал Бен? Что бы сделал Бен? Ну, явно бы по чужим офисам не шакалил. Что мы тут Я ищем? видел из воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Короче, есть комп и есть вот это вот алтарь, да? А на фотке вообще другой чувак. Может, это его отец, конечно, но... Если это тот самый мистер Ли со своей Родители женой... Ли. А, это родитель. Похоже, в рамке замочная скважина. Это, да, не вопрос. Я думал, родители Ли отказались от него. Что? Зачем хранить Какая память о скважина? тех, кто тебя бросил? А, вот он. И что с ним делать? Подожди, может быть, к компу сначала надо подойти. Изучить. На фото на алтаре нет картины. Это должно о чем-то сказать. Ну, картину он прикрыл вот этот знак инь-янь. Ну и чего? Выходим. Похоже, это записка для Мэй. Скоро ты услышишь обо мне много неприятного. Меня назовут убийцей и террористом, и это будет правдой. Но и история пира, которую мы И писали правда вместе... заботился о Мэй. Блядь. Похоже, она в безопасности. Ссаный кретин, ты заткнешься, нет? Но история пира, которую мы писали вместе, это тоже правда. Хочу, чтобы ты знал, я всегда верил в наше дело, но это не было притворством. Я делаю это все по велению сердца. Помогая одному, ты помогаешь всем.
Я не хочу, чтобы мои поступки поколебали твою убежденность. Ты сильная, Мэй. У тебя хватит сил написать новую историю Пира, не омраченную моими грехами. Спасибо тебе за все, Мартин. Ну, Мартин Ли так странно относится к тетке Паркера. Не знаю, как будто она его родственница какая-то. В игре часто ты только начинаешь какую-то записку читать, тебя начинают репликами перебивать идиотскими. Что за хрень вообще? Дневник Вот и Ли. ключик. Уверен, он от замка в портрете. Уилсон Фиск арестован. Не могу поверить. День, которого я ждал, о котором мечтал, наконец наступил. Но меня гложет сомнения. Смогу ли я пройти через все это? Стоит мне сказать слово и все. Кажется, Блять, запутавшимся. иди нахуй. Как будто он и не хотел так Вот поступать. серьезно, блин. Я не буду так записки читать. Пол записки прочитываешь, чтобы этот гнида что-нибудь начала бурчать просто про себя. Все равно там ничего прям Какой-то такого замок очень секрета. важного для сюжета нету. Это все-таки попкорновое, скажем так, игровое кино. Великих там загадок сюжетных тут не будет, так что... Что это такое? Переместить. Как это работает? А, вот. Вот оно что. Да, вот так. Надо как-то поровнее поставить. Еще и третья, да, крутится? Хм. Да, вот это равняем. Ну-ка так мы попробуем. Это двигаем вот так. Блин, чуть-чуть не сходится. Тут центральная, получается, закрывается. Ну, хоть какая-то загадка более-менее интересная. Надо учитывать смещение на полкруга. Ну, тут чисто методом тыка это можно решить. Всё. Так, чисто на интуиции. Тут покрутить, здесь повертеть и пойдет. Что ты прячешь, Ли? А что, не видно? Все. Зачем ему так какое-то одеяло или что это? Так, ну к столу мы попозже, наверное, да, подойдем. Да, тут нужен скрипт, чтобы эту штуку стрельнуть по нее паутиной. Ли Изучить. помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Ли передавал свои силы другим. Вот как они Ли видят, наполнял это своей силой. Биоэлектрическая индукция? как вот эти Фазовый чуваки, сдвиг? которыми он управляет, как они видят через маску без глаз. Здесь все о Нормане Осборне. Вся его карьера. Ли, похоже, помешался на нем. Но он его и Ли шантажировал. следил и за Уилсоном Фиском. Пытался понять, когда тот падет. Я так полагаю, надо еще диктофончик, да, послушать. Ну прям все улики просто на лицо. Вот подходи и смотри просто. Моя сила растет, впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Жуть. Да, нормально вроде. Стандартный злодей от Marvel. Но я вот вообще не помню этого негатива.
Мартина Ли. Что еще надо посмотреть? Что его еще может интересовать тут в этой комнате? Диктофон послушал, картинку покрутил. Давай еще раз. Бумаги нет. Тоже нет. О. Это папка, которую МJ нашла на аукционе. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Все, он все это время за папкой сюда сходил. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Вот теперь скрипт сработал. У нас таких щитков будет 3. Или больше. Где еще он может быть? Может, побольше надо? Еще один. Побольше надо было стрелять. Я просто привык, что такие щитки с первого раза отлетают. Даже думать не хочу о последствиях. Было бы прикольно, если можно было бы вниз головой висеть и раскачиваться на паутине. Что, выходим? Через решетку в полу. Хорошо. Так, как мне отсюда выбраться? Вентиляция. Покинуть тайную комнату. Питер Паркер и тайная комната. Он такие усилия прилагает к этой каталке, серьезно. Он машины двигал, вообще ему похер было. Вертолет останавливает. О, Мартин Ли. Мистер Ли. Тут Я как думал, тут. вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Он тут все здание, в принципе, пасет, как этот надзиратель. Они еще хотят в его офис залезть, чтобы прям вообще ничего не произошло. И все нормально было, и он все ничего не заметил. Мартин, ты здесь. Я возьму. Что мешает Мартину Ли просто взять и бабульку его загипнотизировать? Пусть она ему в нож в печень воткнет и все. Это же вообще на раз-два. Скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют. Думаю, вам с моего вовсе не о чем тревожиться. Не знаю, по мне Если так вот они будете чуть-чуть подзатянули вот эту вот линейку Мартина Ли. Лучше бы они Шокера чуть-чуть побольше развили. Или Скорпиона с носорогом, я не знаю. Может быть, Октавиусу чуть-чуть побольше бы времени выделили. Но Мартин Ли, он же негатив. Не знаю. Ну, как-то так. Перебор с этим. Просто, ну, Шокеру выделили, ну, блин, в общей сложности минут 20. Вместе с дракой, со всей фигней. Этого уже тащат, наверное, час второй, третий. держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Подзатянули. Когда вернешься? Когда закончу. Стойте, стойте! И даже он не посмотрел, что будет с его этими загипнотизированными бойцами. Что за... Просто взял и уехал. Натравил челиков на паука и просто уехал. Он вряд ли, конечно, догадывается то, что Паркер паук, но тем не менее. Капитан Ватанабе? Я наконец нашел доказательства. Они в центре. Так, секунду. Доказательства доказательствами, но давай-ка мы качнем вот это вот дело. Выбитое оружие. Ну, пускай он дергает еще эти у нас.
И теперь бросать ракеты обратно во врагов тоже важно. Кстати, потом вот этих вот ребят с ракетами будет очень много. Это пригодится. Ну, сколько у нас вообще докачать, чтобы всю эту ветку? 2, 4, 6. 6 пунктов. Остальное, в принципе, это тоже важно, но не так, чтобы очень. Ну, наверное, смотря кому как нравится играть. Есть, конечно, нюансы забавные, но так, местами. Больше вот доставляет дискомфорт как раз ракеты, пистолеты, автоматы. Все остальное как-то вообще, ну, на раз-два Репер в китайском квартале. находится. И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер. И кое-что очень А, я же даже не качнул, да, ничего? Не, качнул, все странное по нормально. Фиссели. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил. Но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскор. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. МJ, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Кстати, погодка-то наладилась. Сегодня у меня. Конечно. Уже вечер Могу наступил приготовить. в игре. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видел его. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юрий говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем шокера. Так шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще Да кое-что. ладно. Но лучше расскажу уже за ужином. Пока. Ужин. Что мне приготовить? Как будто... Не, по-моему, там не только шокер будет на этого, на Ли работать. О, привет, доктор. Как дела? Паркер, чудесные новости. Давно не было. Типа, сейчас? Это мой момент истины. Так хочу показать тебе. Круто. Но меня тут на ужин позвали. Может, позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну, ладно. Сейчас У буду. нас тут, по-моему, как раз Октавиус. Я что, снова Чё? нанят на работу? Пожалуй, заскочу. На минутку. Как раз у нас, по-моему, Отто как руки изобрел свои. Хочет показать. Ну, клешни, руки. Щупальца. Давай. А давай, наверное, прежде чем к Отто заходить, мы на перерывчик сходим сейчас на 3 минуты, да? И продолжим. Отто смотреть его приключения. Так, подойду.
Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Ого, сколько тут всего нового. Нам-то не туда надо. Надо подумать над Где вы взяли все это оборудование? Да, с миром. Профинансировали Октавиуса. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, Сейчас опять цепи будем мы всё собирать, да? время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Готов? Такой пульт управления огромный. Все хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть? А я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Добавить корпы, вот. Так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Бедный доктор. Ну, в смысле, не богат он деньгами. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. Да, опять будем сейчас цепи собирать. Тут не так. Надо перенаправить цепь. Это мы не можем двигать. Она же работает. Подожди, а давай заменим деталь. Нельзя. Так, давай по другой ветке тогда. Нужно, чтобы 5 получилось, да, в итоге? Ну, попробуем так. Не пойдет. Это мы убираем. Это сюда.
Так, только вместо вот этого мы поставим сейчас... А, это не так работает. Вообще не то. Так, сюда вот эту. Здесь мы берем. Все, напряжение верное. Но тогда тут мы берем на плюс 4. И теперь давай связывать. Нет. 2. Нет. Так, теперь на минус 4. Напряжение верное. И сюда. Все. Чуть-чуть схемы посложнее Ты стали, не хочешь но... попробовать сам? Ладно. У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пропущенный от МJ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Что это? За одну схему 3000 просто опыта дали. Почему бы нет? Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока Как не много дома, но ЛГБТшных куплю флагов. что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, ужин у МJ. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать. Опять на игра навязывает, чтобы я проходил побочки. Спасибо, не надо. Я просто покатаюсь, подожду. Ну, максимум. Да нет, тут, в принципе, я уже все сделал. Я просто покатаюсь сейчас. Надо выждать время. Сейчас задание прилетит как-нибудь. Либо можно сделать как? Переход, допустим. И откроем мы какую-нибудь, ну вот, к примеру, не знаю, вот эту территорию. Да, хоть чем-то можно будет заняться, пока мне задание не выдадут. 800 метров. Окей. Был еще звонок от Дока. Питер, хочу убедиться, что ты все еще свободен. Пока я не могу тебе платить, но я потянул за ниточки, и какое-то время мы можем не бояться волков. Если продолжим работу, я уверен, что новая версия проекта привлечет инвестиции. Крупные инвестиции. Будь готов. Держу кулачки, Док. Угу. Мне на то здание надо. Чё они звонят-то по сюжетному?
Куда ж ты полетел-то? Да, он очень шустро перепрыгивает. Прям перебор. Так, меньше делаем. Все. Так, еще 3 вышки. Ну, блин, давай. Раз сюжетных нету поручений, будем вышки пока взрывать. Всем постам. Террористы на грузовике уходят от преследования. Всем машинам происшествие в Вандербилте. Если были бы побочки интересные и не однообразные, я бы, может быть, их и на стриме выделал. А так, тем же занимаешься тут. Вот сколько надо времени ждать между заданиями? Наконец-то. Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить. Ну, как раз мы сейчас вышечку откроем. И полетели. Так, ну тут в этом районе все, да? Все вышки открыты. Угу. И поэтому мы сейчас перемещаемся. Ну, чтобы весь город просто не бороздить лишний раз. 200 метров. Секундочку, важный звонок по работе сейчас. Питер, ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. МJ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Она будет рассказывать за всякое опять. Ранее в тот же день. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Снова у нас стелс-миссия за МJ будет. Вот офис.
Возможно, внутри есть что-то связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Так, как бы его тут обойти? Надо знать, куда он пойдет. Крысу не прибил. Надо убрать этого типа с дороги. Мартин Ли Значит, платит надо боссу? пошуметь. Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект босса. Все счастливы. Хреново. Лучше поправь этот шоу. Босс разозлится, если заметит. Рик, иди сюда! Босс, Мы потом с этим большим чуваком будем биться. Нужно проникнуть в тот Вроде офис. как. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Что они строят? Это все для Ли? Осторожно. Дай-ка по-быстренькому. Эй, что это было? Потихоньку. Нормально. Для чего нужны эти огромные колеса? Где она? Я же тут ее оставил. Тихо, 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 тихо. Чуть не попался. Ну-ка мы тут пройдем аккуратнее. Ничего, похоже, крыса. Не, вроде прошел. Это надо отключить. Мне что это кажется? Так, справа, слева, откуда он пойдет? Справа. Кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Что это? Какой-то военный офис должен быть Ой-ой-ой. справа от меня. Но нужно действовать осторожно. Блин, этого бы как обойти? Да, вроде нормально. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знакомое название. Как-то чирк-чирк по-быстренькому. Вот А так. что здесь? Босс, не надо! Ли не заметит! Серьезные дядьки. Что он бледненький какой-то. Надгробие. Его зовут Надгробие? Ты прав, Рик. Что? Не заметил. Надгробие. Потому что нечего будет замечать. А этого Росомаха, что ли? Я зовут? сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Твердокожий какой. Я разочарован. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Интересно, мы будем с этим чего? Большим дядькой биться? Ну давай. Угу. Слева пошел. Давай по-быстренькому. Оп. Получилось. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Здесь должно быть что-то еще. Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они надгробию? Так, братва. Ну, помечать эти БТР, Собирайтесь чтобы знать, где они забросить. находятся. Мне пора. Ну, несложная была миссия Ладно, вообще. я хочу сказать, больше так не делай, но Первого знаю, раза что ты пробежал. всё равно сделаешь. Так что возьми с собой несколько. Класс. Ну, он и Спасибо. свекло какую-то Ты же кидает. понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится.
Но хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Разве они в США едят пельмени? Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала. Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не Бабушка-паук. Партнером. Представляю, не это. как бабушка бы паук перемещалась бы по городу. Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Звучит знакомо. О, финдиректор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Дела, дела. Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Сейчас еще опыта 3000 навалит. Просто так стопнул. Вы не представляете, как я Да, 3000 опыта. Привет. А за каждую побочную миссию дают по 100, по 50 опыта. Ну вот вообще, ну зачем? Вот стимула очень мало их проходить чисто для жетонов, чтобы прокачивать свои гаджеты. Но нужно достаточно 2-3 там в гаджеты себе выбрать, прокачать их до конца и все. Больше можно ничего не делать. Это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Концентрации добавили. Аскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супер богат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! Хорошо звучит. Отлично. Пока, партнер. Все, натрещались. Давай костюмы, новый какой-то костюм у нас есть. Че они такие все убогие, а? Какие-то новые способности. Увеличение урона при запасе здоровья более сотни. Ну, понятно. Замедление времени после идеального уклонения. Но у меня уже что-то подобное такое стоит. Не обязательно качать. Этого не хватает. Нужно жетоны преступлений. И тут тоже навыки. Как раз у меня 2. Давай мы ракету, короче, тогда прокачиваем. Все, можно, если что, будет ракетами в них швыряться. Под конец игры это пригодится. Мы вообще не боимся смерти. Так, он умрет первый. Я тут в текстуры вляпался чуть-чуть. С автоматами. А чё ты его не зацепил-то? Все, еще парочка, да? Иди-ка сюда. Гранату все-таки успел бросить. Хреновы террористы. Спасибо за помощь. Так. Мне прям какое-то здание, да, надо? Возможно, внутри есть еще.
Кто-то тут спешил. Человек-паук! Кто такой? Ты ранен? Да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и На силой морали увели за к нему прической домой. похож. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Рад, что вы здесь. Не могу найти свою А? машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. Хорошо, что они друг друга оружие не подбирают. Было бы чуть посложнее. Тихо. Угу. Тут их всех раскидал. Вот теперь он у них все отбирает практически. Что-то не очень это на шоковую гранату похоже. Какая-то странная. Это странная штука он не кидает. Все. Еще в полете ему немного напинал. Паутиной. Ой, здрасте. Так. О, народу там прилично. Ну ничего. Главное, чтобы без щитов, знаешь, попроще будет. Блин, прям под гранату чуть не бросился. Все. А, ну да, еще ж толпа. Как же без них-то? Стойте, и вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Ну, блять, почему не полетел к нему? Мне вот этот сначала нужен. Ждем. Сейчас он еще встанет. Добиваем. Все, дальше. Хорошая драка. 5 за старание. Нормально. Лифт Да, иди. не вариант, они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Кто-то сомневался. Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Так, тихо, подожди. Этого мы вытаскиваем. Стой. Ну, тех не обязательно ловить. Ничего страшного. Так, я почти на месте. Угу. Нас ведь Этот не момент. выползаем. Этот момент я помню. У нас главное под лифт не попасть. А что он тебя придает? Давай поэтому бегом. А что ты застрял-то? Блин, ну давай охранников тогда тащи. Такое ощущение, что они меня еще со спины как-то видят. Спокойствие. Ну, нижний меня точно уже не заметит. А я успею? Успел. Замечательно. Прям всех выдергивать-то не обязательно. Всё. Без лишнего шума. Нам сюда? Высокое здание. Согласен. Зажигательный? Серьезно? Да, тут лучше бежать. Вот ведь. Понятно. Так, сначала вправо, потом что-то непонятно. Здание. Ай. Зажигательный? Серьезно? Да ё-моё.
在那儿，干掉他！向上爬， Быстрей! Вот ведь! 他在往墙上爬。 Все, побежали. Нехорошо. Достаточно просто подождать. Сейчас еще, да, по-моему, побежим. Не отлезаешь. Дальше. А, и все, да? Как-то со слифтами быстренько справились. Ладно, что теперь? Вводи свой пароль. Стелс. 他死了是吧？别低估他， Ну, 注意电梯附近。 тащим дальнего, Кажется, как обычно. нервничает. Стоит вырубить его. Потом вот этого забираем. Иди-ка сюда. Сколько еще человек? Да, прилично. Не, ну отличная тема, то, что прокачал. Когда нокаутом можно далеко забирать врагов. Вот этого. Так, мне бы туда вот как-то. Нокаут. Дергаем. Отлично. Прямо перед окном его повесил. Был же тут нокаут. Тоже дергаем. Еще. А вот этого берем. Че он ходит? Тудым-сюдым. Есть еще кто? Че толпа приехал? Вот. Вот там у нас стоит один. Кучает. Пока к нему не подошли, надо дергать его. Отлично. Так, ну вроде тут-то все. Надо туда перемещаться. Я вот не знаю, с потолка прям, если на потолке ты сидишь, можно ли утаскивать их? Нокаут. Сейчас мы и этого тоже подождем. Я не знаю, с лифта нужно тоже за этих выдергивать или нет? Все, попался. О. Он пошел туда, но по идее он должен и выйти, значит, отсюда. Их двое. Я понял. Шумим. Не помогло. Отсюда утащим. Всех по люстрам поразвесил. Дотянется, нет? Блин, чуть-чуть не дотягивается. Старина, ну чё ты? Что ж ты так далеко? Забираем. Как бы этого-то привлечь? Подожди. Давай-ка мы у него вот так вот сделаем. Хотя подожди, зачем? У нас есть вот такая штука. Что если ее прям к стене пристрелить? Нет. Она вертикальная его. Блин, она вертикально встала. Иди-ка туда. Давай, давай, давай. Ну ближе. Он не хочет уходить прям.
Подожди, а мы его можем отсюда прям схватить? Да, нормально. Чтобы он шибко не нашумел, мы его сейчас отсюда и возьмем. Все. Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. Конечно, в порядке. Вообще все по стелсу просто, аккуратненько. Все, все висят как гирлянды просто. Столько народу наверху оставил. Человек 10 их там было. Это какой-то матерый мужик? Или так? Понятно. Парируйте их удары, а потом контратакуйте. А как это делать? Понятно. Еще два. Короче, как ни крути тебе. Сколько бы ты ни стелсил, тебе все равно придется драться. Ну, не очень-то его прям парировать надо. Ну, вот так вот пойдет. Вот с двумя этими хлыстами были ребята посложнее. Все, можно идти спокойно теперь. Куда полез? Под столом там прячется. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилани. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Мы сейчас будем с фасада здания, по-моему, ползать по улице. Давай, давай! Стойте! Этот лифт! Прыгай, мужик. Сейчас! А мужика я что-то не вижу. Почти достал! Старайтесь падать медленно! А как же гравитация? Это уже не важно, да, по-моему? Есть! Порядок? Да, наверное. Да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Значит, Юрий. потом дальше мы будем с фасада здания Да. какого-то высокого Но ползать. я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил. Имеешь в виду... Копом-пауком? Копом, мудаком. Юрий? Ну ладно. Он не хочет с тобой разговаривать. Сколько у нас очков навыка? Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Одно. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилане. Еще новая побочка какая-то открылась. Куда их столько напихали, я не понимаю. Они бы вот серьезно что-то по сюжету лучше развили. Или им что, финансирования не хватило сюжет как-то больше расширить? Ну что, мне даст кто-нибудь побочку? Ой, как побочку сюжетную. Давайте сюжет уже. Соболь-контроль. Какова обстановка к югу от Хаустон? Блокпост Дельта подвергся обстрелу. До этого мы от банд отбивались, теперь тут еще и Соболи сверху. Кстати, уже вечер.
на улице. Сообщение от Дока. Прости за поздний звонок, но меня просто распирает от идей. Мы думали слишком мелко, Питер. Зачем заменять потерянные конечности их копиями, если можно улучшить их? Разумеется, люди, потерявшие руку, мечтают вернуть потерю, но мы можем дать им кое-что лучше. Не обязательно Ногу. придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Нужно это обдумать. Док очень воодушевлен. Угу. Лишь бы не перегорел. Док под чем-то, походу. Зачем руки, да, отрезанные? Мы лучше что-нибудь другое тебе дадим. Наконец. Эй, у тебя есть время проверить кое-что? Да, конечно. Нет, но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше в адской кухне. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю. Дефицит бюджета и все такое. И... Пожалуйста, посмотри, а? Ага, волшебное слово. Ну, в Я адской. надеюсь, это научный проект какого-то школьника. Угу. Как я скучаю по тем временам. Школьные проекты были проще реальных. Ну, в адской кухне у нас Мэтт Мёрдок, он же Сорвиголова. Кто там у нас еще? Железный кулак, по-моему, там же. Люк Кейдж. Задержание нескольких машин. Нужно подкрепление в Хадсонтаун. Ой, не знаю. Ну, давай машинку поймаем. Можно было и по-другому попасть в вечерний выпуск новостей. Все, мы тут всех поймали. Ну да, вроде машина одна теперь. Ой, пробежал. Парни, 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 мы все любим парады, но без заявки нельзя. А что делать? Давно не виделись. А, понятно. Пора на выход. А что у него эти? А что у него клешни из спины вылетели? Все, остановили. Надо еще что-то делать. По-моему, надо... С демонами покончено, но в грузовике бомба. Угу. Нужно обезвредить ее. Пенку кинул и все. Наверное, у этих демонов огромные страховые взносы. Возможно. Ладно, и так сойдет. Но немножко другие стали. Функция костюма какая-то готова. Какие-то другие стали побочные задания, чуть-чуть посложнее. Типа поймать 2 машины вместо одной. Просто куда столько активности, куда столько побочек, я не знаю. Зачем? 10:34. Просто чтобы сюжетную миссию не проходить, я не понимаю. Подкрепление в Тендерлойне. Прием. Хотя, наверное, на сложном уровне, если играть на самом максимально сложном, то придется все проходить. Без дополнительных гаджетов тебе, наверное, не пройти будет. КПП Чарли обстреливают демоны. Вот просто пока летишь, уже там 3 задания тебе накинули. С нападением. Вызываю агентов в Хадсон-Ярдс. Дайте отчет об обстановке. По нам стреляют демоны. Нужна подмога. Все. Ха, О, вот, похоже на вот эти военное жетоны для оборудование. чего-то нужны. Странно. Еще одна побочка. Человек-паук, ты нашел одну из моих наблюдательных точек. Кто это? Ее придется выполнить. Неправильный вопрос. Правильный звучит так. Сможешь ли ты разрядить мои бомбы? Он расставил по всему городу наблюдательные пункты. Еще одна пачка побочных заданий. Ищите пункты поиска испытаний в разных местах города. Проходите испытания для получения жетонов и испытаний. Ну, понятно. А, что там за костюм? Какой-то еще новый открылся. Да. Это обязательно, да, проходить? Угу. Тоже я качну.
Бля, походу придется. Этот компьютер отслеживает бомбы во всем районе, и они вот-вот взорвутся. Нужно спешить. Эти бомбы сами себя не обезвредят. Так, с этой все. Все понятно, как это действует. Давай быстрее, а. Пока покрутится. Ну, тут чисто сложность может быть в перемещении. Так, еще Тем одна. более того. Ну вот. Еще не хватало в воду упасть. Блин, ну... Конечно, такие миссии будут на самых неудобных участках города. Просто в западло тебе. Чтоб ты мучился и мучился. Ну? 10 секунд. Можно лучше. Это типа на бронзу, да? Да, понятно. Продолжи. Неплохо, но ты слишком наклоняешься при броске. Это вредит точности. Для тебя это какая-то игра, псих. Игра для детей, а я профессионал. И платят мне соответственно. Твой клиент выбросил деньги на ветер. Иногда информация дороже денег, а я многое узнал, наблюдая за тобой. МJ, что Это ты узнала такой об был, Айзеке кстати. Дилани? Я выслала фото, взгляни. Кто из них Дилани? Не знаю, тебе придется выяснить это на вечеринке. Хорошо, я уже при костюме. Мистерио, ящер. Как его там? В общем, все в костюмах. Мы сейчас идем на карнавал. Анал-карнавал. Мы сейчас идем на карнавал, где нужно найти этого Дилани, который будет в каком-то костюме. Ну, видимо, в костюме ястреба. Или как он там? Стервятник, вот. Контроль агентам. Доложите обстановку в Клинтоне. Нужна помощь на блокпост Фокстрот. Мы под огнем. Просто летишь по Пропустил звонок от городу, Мэй. побочки, Питер, побочки, я побочки. поговорила с мамой Майлза. Ей понравилась идея о его работе у нас. Бедняжка очень горюет, но старается быть сильной ради сына. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. А ему нужно понять, что жизнь стоит того, чтобы продолжать жить. Ты молодец, что придумал найти ему работу, Питер. Думаю, Бен гордился бы тобой. Хм. Вау. Все, я тут. Мама будет в шоке. Прикольный маскарад у них. Хэллоуин? Мне костюм Половина не нужен. пауков. А ничего-то, что у него как-то, ну просто на фоне Дилани вот этого вот внешность одного всего, из моих злейших... просто на фоне вот этих всех костюмов, у него же явно костюм выделяется более технологичный и там так далее. Аккуратно сделанный, красивый, и, блин, видно, что это какие-то полулаты какие-нибудь там, я не знаю. Защитный шлем вот, по сравнению Пора с выяснить, этим вот какого чуваком, который вот, да, вот я вообще не выделяюсь на фоне вот этого чела из толпы точно. Две женщины. Разработчики тут особо не стали париться. Так, угадать декана. Кто прячется под маской, узнаете сегодня ночью на вечеринке в честь Хэллоуина. Но надо его найти где-то. А, вот у них, да, где вечеринка самая основная. Все в костюмах. Мгм. Мои люди. Вот это я понимаю, душу вложил. Красавчик. Эй, гляньте-ка, мы братья-пауки! Ну да. Зацени, как я могу! Тю-тю! Пошел в жопу. Не поняла, а кем вы нарядились? Ну, Доктор где его Дилани где-то искать-то? здесь. Надо найти его раньше Так, Ли. это Мистерио. Прекрати
Мистерио нашелся. Кто там еще? Ну, ящер. Неплохой костюмчик. На другой стороне где-нибудь поищем. Простите, Может, вы сюда доктор надо Делани? действительно подойти. Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмешь. О нет, дым. Что же мне делать? Пришел твой конец, Человек-паук. Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Делани. Он где-то на вечеринке. А у нее вопрос не возник, то что просто чел, который забегает на этот карнавал, может вот такие вот вещи вытворять и выдирать у тебя просто броском паутины маску там, допустим. И вообще это, ну, как-то не заинтересовало. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Ха, умник. Она даже не поверила, что это паук настоящий. Конечно, все так могут. Так, ну по логике вещей у меня следующий ящер должен попасться. Вон он. Причем, да, в комиксах так стервятненько рисовали. Как мне к нему попасть? Тот швыряющий леденцы тип может быть Делани. Нужно найти способ подняться туда. Да прыгай что-то. Серьезно, он не может запрыгнуть? Да, типа забор, значит все. Давай еще раз в обход дернем. А чё он не запрыгивает-то? Падла. Ну, удерживайте РТ для паркура. С третьего раза почему-то Мне сработало. нужен Айзек Делани. Похер, короче. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. Да дикан, да, у них? Жжет просто. А я думал, мне стервятник нужен. Скорпион. Такой тоже был в мультиках. Смотрите, это мальчик-паук. Раз я твой враг, Носорожка. давай драться. Давай потом. Что такое? Туда ему в лицо просто он отойдет. Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? А? Что вы делаете? Драка, прикончи его, Человек-паук! Что за черт? Вот черт! В душу бы удал ему, да и все, тот бы сразу опух. Для настоящих вообще не заботит то, что это настоящий Человек-паук. Они вообще, ну, просто как-то к нему относятся. Как само собой разумеющийся. Никого даже не удивило то, что у чувака просто паутина вылетает настоящий. Эй, полегче. Скажите, что вам надо? Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Не пушка. Отпусти! Стреляем. Второй раз за игру предлагают так сделать. Пригнуться! О, боже мой! Не убивайте! Блин, а можно было бы, кстати, его еще, да, набуцкать? Давай-ка, иди сюда. Оп. Нормально вроде. О. Это я случайно двинул. Все в порядке? Да. Куда теперь? Хорошо.
Веселого Хэллоуина! Как обычно, вентиляция. Ну, тут тоже как Может, минимум притушим 5 человек. свет? Сейчас мы тут перегрузочку бахнем. Кстати, да, есть же аварийное освещение. Ну, не знаю, кому удобнее-то. Давай, вот этого мы забираем точно. Было бы неплохо, если бы остальные еще сюда подошли. Давай-ка мы второго поищем вот тут. О! Уже попроще. Уже народу меньше будет бегать. Лишних. Ну давай, куда-нибудь-то ты прячешься. Понял? Ну, тут драка была неизбежна. Тут ныкаться больше негде просто. Ах, тихо. Не того я в воздух дернул. Блин. Как им адекватно бить? Как их адекватно в воздух подбрасывать? Куда увели Дилани? Если пока ты держишь удержание, но чтобы подбросить его, нужно удержанием ударить в рыло ему. Нужно как-то В этот обойти момент, их. пока ты кнопку удерживаешь, он как раз замахивается и бьет тебя в ухо, сбивает вообще тебе все. Угу. Тут, наверное, надо на свет, да, не попадаться. Тут не пройти. Доктор Дилани. Куда вы меня тащите? Какая-то музычка сейчас сыграла, возможно, даже с авторскими правами. Кто вы? Вы недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Когда мы уже этого негатива-то побьем и спеленаем. Назовите имя. Сколько можно. Наконец-то он превратился. Шоу окончено, Ли! Шоу must go on. А нет, похоже, не окончено. По-моему, вот файт сейчас будет с ним. Или чуть попозже. Но рядом. Доктор Морган Майклс. Благодарю. Нет! Нет, даже сейчас файта, по-моему, не будет с негативом. Он еще будет позже, они еще будут дальше резину тянуть. Зато основных героев, ну, точнее, злодеев основных, сольют просто за полчаса, я не знаю. Ну, типа Носорог, Скорпион, тот же самый Октавиус. Ай, блин. Оп. Тихо, тихо, тихо. Давай мы что-нибудь раскачаем. Не знаю, тут вырубился, нет. А у меня электрические, что ли, стоят? Подожди, а что у меня за паутина? Да, вот эту поставим? Нормально. Мне хватит. Разобрался. Дальше. Надо найти Ли.
Причем Скорпион и этот, как его, и Носорог, мы же с ними будем вместе биться. Их потом вообще как-то вот просто бух нарисуют. Ну, как бы появятся они в кадре и все. И быстро сольются. Тут постоянно вот показывают, как у нас Ли злодейничает, злодействует и просто негативит. Ну и как Октавиус злым становится. Октавиуса потом просто в конце только как осьминога раскроют, там ты его побьешь за 10 минут по скриптованным этим, заскриптованным ударом, и все. Тоже, ну, с Носорогом и этим будет вроде неплохая, Скорпионом вроде неплохой файт будет, но слишком много негативу, по-моему, они внимания уделили. Ну, вот это вот. Ну и ладно. А, нет, надо типа всех побить, да? Нельзя давать им навредить друг другу. А то, что ты им вредишь, так нет ничего, да? Вот то же самое, просто надо их подраскидать. Извиняюсь! Ну да, Человек-конь, он самый опасный, по-моему. Да свадьба заживет! Конечно, заживет. Еще толпа где-то. Пинаются, стоят. Якобы Носорог. Неужели снова он? Да тут такой Носорог. Хвали ты уже. А нет, тоже, кстати, лупит неплохо, дядька. Все равно надо мелочь подраскидать сначала. Что Ли сделал с ними? Побежали. Все. Вот и весь Носорог. Ну это фейковый. Лайтовый. Носорог без сахара. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Вот мы сейчас еще сколько будем до этого... До Мартина добираться. Человек-паук. Кто такой доктор Майклс? Ведущий ученый в проекте «Дыхание дьявола». Его нашли? И да, и нет. Соболи заявили, что держат его под защитой. Здоровье где-то в плюс городе. 10. Но не говорят, где именно. Очков парочку дали. А, что это такое? После... А, тут 3 надо, да? После идеального уклонения от врага винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Кстати... Да, да. Это пригодится, я буду копить. Я думал, вы работаете сообща. Надо только одно-то... Ладно, есть идея, как очко его одно найти. заработать. Сработает, дам знать. Будем копить хорошие способности. По крайней мере, мне пригодится. Что там у нас, сюжетка-то будет какая? Эй, О. ты нашел доктора Дилани? Да, вот но вот Ли и это сделал МЖ. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! О май гад, о май гад. Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклс. Морган Майклс. Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для «Дыхания дьявола»? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Сейчас они пока наболтаются, я уже и долечу до места назначения. Осборна насчет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Жалко, Осборн тут домовым не станет. Ну или гоблином, кому как удобнее. Ну, вообще домовой, по сути. Но в мультиках он в оригинале звучал Один как из голубей Хоб-гоблин. Ух ты! Какой быстрый!
Да нахрен мне ваши потом голуби поймаю. нужны. Я как взял эту способность, точнее способность, побочку по поводу голубей ловить, так все отделаться не могу. Он каждого голубя, как увидит, все его поймать хоть хочет. Так, нам туда вот. Оп, оп, оп. Аккуратненько запрыгиваем. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Вот Но мы по если меня фасаду заметят, здания они всё будем перекроют. ползать. Тут и стелс немножко. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Мне дроны будут пасти. Или дроны, или вертолеты, что-то такое, я припоминаю. Это сетевые кабели. Всё, Надо поползли. проследовать за ними к защитному модулю. Кажется, в здании их 4 штуки. Немного. Я думал больше, кстати. Так-то лучше. Что за черт? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. А давно ли у нас Соболь Аскорб охраняет? Так, мне вот туда куда-то. Перебор. Всем группам А СОБ. куда она делась? Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. А? Я что-то застрял. О, наконец. Там второй модуль. Так, делай что-нибудь. Что? Что? Всем агентам. О, теперь дроны полетели. И снайпера, и дроны. Тут сейчас всех соберут. Протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Стой. Группы Соболя, доложите обстановку. Он мне явно Внешний выше. периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Стой, где-то Всем тут. группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Все, нашел третий. Вот он. Ну а что ты? Блин. Ну удерживайте для взлома. Подсистема отключилась. Я же удерживаю. Проверить Он внешний мне меню периметр паутины 85-го. блин, выкидывает. Вас понял. Птичка на подлете. И вертолеты до кучи. Вперед. Привет, МJ. Я тут занят. Слушай, Чуть-чуть я, кажется, совсем. знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай А глупостей. где четвертый? Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Блин, он может быть в самом здании. Я вот, кроме вентиляции, там больше ничего не вижу. А вот, Вот и он. последний. Всё нормально. Ты же ломал. Вот. Теперь Всё. вентиляция открыта. Теперь можно Всё заглянуть понятно. в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму Оп. блокировки. Самая грязная вентиляция в Аскорпе, серьезно? Мы до этого много по вентиляциям поползали. Поползали. Впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? До этого по каким только вентиляциям он не шастал, всегда там чисто было. Тут что-то Статуя как-то Нио? вообще загашено Вообще все. о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МJ. У кого папка? У нас, Норман. Но это очень в общем. Поэтому я прямо сейчас выполняю слегка противозаконные, но морально допустимые действия. Джекпот. О, башня Мстителей. Тони Старку респект. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хория Хантингтона. С ума сойти! Я так полагаю, что они исследования не прошли. Все объекты
после 7 дней подыхает. Жуть. Мушки дохлые. О, GR-27 — это Дыхание дыхание дьявола. дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Ну там и Ли будет тогда. Чё, прыжок Вера? Привет, Пит. Как дела? МJ, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклс, то это финдиректор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Угу. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Сейчас будет еще одна сюжетная миссия, где мы будем стелсом проходить за МJ. Похоже... Стой, сейчас мы качнем. Какой-то костюм. Ну, почти то же самое, только зеленый. Создание искажающего поля, ухудшающее обзор врагов, находящихся в состоянии тревоги. Ну, это для стелса, как бы, но не особо прям полезно. Так. По-моему, вот самый подходящий — это вот бронепластины с магнитной поляризацией, дающие временную защиту от любых пуль. Ну, хоть временная защита. Какие-то есть, конечно, есть по стелсу костюмы, но это тут уже конкретно по ситуации надо костюм подбирать. Так. Что я хотел прокачать? После идеального уклонения врага с винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Вот. И это надо. Возможность добить 2 слабых врагов подряд. Ну, тут надо концентрацию хорошую тогда сразу же собирать. Ладно, хрен с ним. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом. Ну, тут потихоньку Октавиус уже флягой подтекает. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало Стой. просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях, проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Да поплыл Октавиус. Давно. Он уже все, он уже загорелся, себе руки приспандорил. Доложите обстановку на музейной миле. Контроль, на блокпост напали, это демоны. Эй, ты чего? Ты чуть-чуть не долетел. Давай мы тут присядем. Надо еще дальше. На следующую. Ну, зацепись ты на что. Ладно, и так пойдет. Где же ты, МJ? Перелет был. Черт. 15 минут ранее. Ее должны поймать. В любом случае по сюжету. Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Кстати, да, что он вообще ей дал такое? Сейчас мы это проникнем на базу Соболя. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Дырка. Может, вот сюда лучше? Нет, вот сюда как раз. Прочь с дороги. Что это? Надо уходить. И быстро. Ты фигню вообще кинула, могла бы камень необычный зашвырнуть. Не выделываясь. Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Давай отвлекаем. Что за...
Серьезно, обычно в играх мы же камешки раскидываем и все нормально проходит. А тут прям новый гаджет надо бросать. Сколько он, интересно, стоит, один такой вот? Что это? Вот. Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Сфоткали. Поймала. Надо идти. Куда? Ага, Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. прям к нему надо. А она с такой высоты спрыгнет или надо вот, естественно, каждую ступеньку пересчитать? Нормально. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Так, подожди, Она давай-ка мы... нервничает. Похоже, Стэндиш знает что-то про доктора Майклза. Блин, нет, он его не слышит. Мне надо сначала отключить. Включаем генератор. Он скоро вернется. Побегаем мимо. Пойдет. Как обстановка? Инструментами шумим. Да нормально, я прям за спиной пробегу. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Грузовик сейчас поедет. Будет мне А я за ним бегу. Вперед, вперед. На журке женские, надеюсь, они там не увидят между колес. Будет очень тупо. Получилось. Пойдет. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец Чё, с дыхания какой стороны дьявола. он потреб? Я не хочу отвечать Угу. за эпидемию. Блин, а как мимо этого-то пройти? Нормально, он и так меня не видит. Стойте! Блин, видит все-таки. Как же его тогда отвлечь-то? Он прям на корточках рядом со мной сидит и все. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Стой, подожди. Вот так вот мы сделаем. Не знаю, сигануло бы через перила. Блин, он все равно палит. Стойте! Может быть, его дальше закинуть? Прям к перилам напротив? Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Ну, давай, туда куда-нибудь. Еще дальше. Прямо в угол. Все, теперь он точно не заметит. Быстрее, быстрее, тетка. Кажется важным. Убежища. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать в котором. Надо двигаться. У них база огромная, хотя... Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн Хотя издали вообще казалось не очень-то большой. его не наказало. Или нас. Так. Опять? Да Отключение... что не так с светом? Кого? Ага. Вот этого отвлекает. Дальше за спинами вот этих. Двигайся. Потом сюда идем. Опасно. Нормально. Я уже возле палатки. Сейчас мы вот этих двух пропускаем. А третьего отвлекаем вон туда. Иди туда, гуляй. Далеко, да? Вот так. Ну, ему хватит. Контроль. Я что-то слышал. Веду обход.
В принципе, хорошо, что все эти стелс-миссии не такие душные. Быстро пробегают. Чарльз Стэндиш? Мать моя! Тут и так побочек хватает. Часов на 40. Доктор Морган Если не Майклс? больше. Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я думал, меня Не какая-то работаю тетка ни поймала. на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Уотсон. Я читал ваши статьи. Соболь Молодец. не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Опа. Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! Что за Это чёрт? не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, пора Погоди, идти. он что-то знает. По-моему, они слишком шумно себя ведут, когда вокруг столько охраны. Палатку порвали, чела уронили. Все, она домой ушла. Это Ну и был дура. один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МД недовольна. Ок. Да? Ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Да ладно тебе, не ори. МД, нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ха. Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МД, не делай это, МД. Это слишком опасно, МД. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты А ее пробралась прям в это середину задевает. вооруженной баз- Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклс где-то в Бауэре. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер Супергерой. Ну так и Я чего? закипаю. Надо выпустить пар на патруле. Меня опять заставляют побочки проходить? Нет, я не пойду их проходить. Пошли вы в жопу. Я буду ждать сюжетную. Единственное, что можно открыть территорию. Просто так. Просто чтобы сэкономить. Ну, не знаю. Все равно надо чем-то заниматься, пока мне не позвонят с сюжетным заданием. Летели туда-то. Ну, кстати, проходишь сюжетные, побочные задания, у тебя еще и Fast Travel открывается. Город, пока летишь, вот как из мультика, очень похож. Ну, который мультсериал 94-го года. Это мама Майлза. Алло? Мистер Паркер, это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Ну, она вежливая женщина, что что он ты сомневался. Я поставила его выделываешься. перед выбором. Работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. Все, я думал, это сюжетная какая-то штука будет. Просто звонят мне просто так. Так, что расшифровать?
Ну, пока ждем, давай еще одну вышку откроем, что делать. Просто чтобы была открыта карта. Кустов-то сколько. А, ну мы по этой базе только что носились, кстати. Надеюсь, они не против. Что у нас сюжетные-то будут задания? Давайте, напихивайте мне ваших делов. Новый уровень. Так, карта. В порядку, тогда будем открывать их, пока мне сюжетные задания не позвонят. Ну а что делать? Наконец. Я готов начать новый тест. Ты где? Кстати, нам как раз по дороге. Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Что-то Октавиус так, не попрощавшись, бросил трубку. Внимание, очевидцы сообщают о вооруженных ограблениях. Угу. У нас вызов из района Антонии. Ну, как раз по дороге мы сейчас и вышку откроем. И к этому Октавиусу подойдем. Отто. Отто. Чик. Капец, просто активности на квадратный метр, я не знаю сколько. Давай сундук заберемся. Портфель. Где он вообще? Вот. Сколько там я уже портфелей собрал? Что-то не показали. Ну, я где-то половину этих портфелей уже понахапал. Вот, 40 рюкзаков я уже собрал. Еще типа 15, и хорош. Ну, за это максимум костюм какой-нибудь дадут. Средней пользы. КПП Чарли обстреливают демоны. Там одинаковые кульбиты крутят постоянно. Я на это целое очко умений вляпал. Ну так. Просто пусть будет. Кстати, к Октавиусу можно было и портануться. Контроль! ПТР Браво под огнем! Ну ладно. Летать тут по городу тоже прикольно. Гораздо интереснее, по-моему, чем побочные задания выполнять. Кстати, тут тоже отряд Соболя находился на крыше, но они что-то не напали на меня. Может, это позже будет. Я точно помню то, что они будут нападать потом. Либо когда ты начинаешь наверху, внизу с ними разбираться, тогда они сверху начинают тебя стрелять, вот как-то так. Один из голубей Говарда. Да сейчас, я еще голубей не ловил. Они быстрые, по-моему, быстрее, чем вертолет, наверное, летает. Отто, давай, Отто. Поговорить с Октавиусом. Доброе утро или вечер. Неважно. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Да. Хорошо. Сейчас будем опять электросхемы собирать. Меньше 3 миллисекунд.
Так, текущее время отклика 5,7 миллисекунд. Требования меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. А почему вот здесь вот эта финальная штука? А, ее можно убрать. Нормально тогда. Тут. Так, нужно, чтобы обязательно она проходила вот тут. Угу. Мы ее можем крутить. Подходит. Тот. Блин. Выше надо. Давай вот это. Какой-то менять придется. А нет, нормально. Отлично. Ладно, что дальше? 4,9. А что еще надо что-то делать? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Калибровка. Так, давай мы вот это дело убираем. Это нельзя убрать. Это тоже нельзя. И это нельзя. Это надо, чтобы он вот так проходил. И сюда. Так, у нас есть +3. Шесть. Здесь мы -2 ставим. Вот так. Эй, повернуть надо его. Все. Закончил. 3,6. Ему еще надо что-то сделать. Сейчас еще третью схему собирать. Не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Так. Ну давай по меньшему, по наименьшему сопротивлению пойдем. Потом максимально. Нет, не сюда. Ее надо по низу протаскивать. Хотя можно и поверху. Блин, тогда там получается все равно отрицательный заряд надо запулить. Ну давай попробуем так протащить. Здесь +2. Все. Здесь тогда тоже мы ставим наименьшее 7. Тогда здесь нам не хватает 3. Все. 2,8. Баст карапузик.
Вот мы и шлем сделали для Октавиуса, чтобы он своими ручками управлял. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Стоп-кран. Паркер уже сразу же стоп-кран схватился. Ну, технология, конечно, гениальна. Как у него пальцы выдвинулись, прикольно. Есть. А жонглировать силой мысли? А. Вообще, по-моему, чтобы уметь жонглировать, это надо, ну, чтобы уметь силой мысли жонглировать этими руками, надо самому уметь жонглировать обычными руками, потому что ты тогда знаешь, как вообще принцип жонглирования работает. Я сомневаюсь, что доктор знал об этом, но не будем придираться к сюжету. Это почти что успех. Почему Это почти что невероятно. Почему почти что? Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Ну, уже странно себя ведет. Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Ну, то есть у Октавиуса что-то вроде Альцгеймера Если по этому ты сюжету. захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Я думал, у него рыба какая-то там в коробке лежит. Все, да, можно уходить отсюда. Чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему Мгм. будущего нейронных интерфейсов. Угу, очень Я интересно. посмотрю. Спасибо, док. Стой, не сюда. Помню свое первое собеседование. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галий, гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Чего обычные руки не устраивают? Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. Ну, кстати, тоже неплохая у Октавиуса мотивация. Док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Ну, или через пару дней. Итак.
Чё, ждем следующего звонка? Привет. Ой, как удобненько. Угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо. Я скоро буду. Пока. А вот, по-моему, да, мы еще за Морализа поиграем чуть-чуть. Сейчас нужно туда, обратно, в центр этой. Как дела на Юнион Сквер? Контроль! ПТР Браво под огнем! В центр к тете Мэй надо будет двигать. А вообще война какая-то, да? Пожалуй, помогу тем, кто не взрывал ратушу. Да-да-да. Они там сами без меня разберутся. Это Соболь контроль. Доложите обстановку в Датчтауне. Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Действительно. Почему их электричеством бьет? Я вроде ничего такого не ставил. Паутина у меня обычная. Да иди ты, ну. Все, последний. Больно? Да, его только в стенку толкнули и все. Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... как в тот раз с Рино на Бруклинском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Или умнее. Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Паука тоже драться никто не учил. Все это дело в способностях, скорости реакции и так далее. Паутиной на крайняк. Не был же он никаким там бойцом. Чему он может научить подростка? Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот прости. Нет. У него такой шлем, что он должен был вообще ничего не Продолжай так же, почувствовать. и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Я врезал Человеку-пауку. Вау. До приюта несколько шагов. Лучше добежать. Я крысу видел жирную. как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой! Он бы точно купил Куда его у идти? тебя, Ага. и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. Давай, пока. А тут все солдаты перекрыли. Паспорта и приготовиться к проверке. Сейчас надо кого-нибудь взломать. Ну прям Watch Dogs самый натуральный. Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Ломай дрона. О, Эй, да это проще простого. куда едешь? Системы Куда Соболя дальше? удивительно не защищены.
Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Не стоит мне им попадаться. Ладно, приложение для взлома. Так а куда идти, в какую сторону? Вообще без понятия. Вроде сюда. А, дрона можно взломать зачем-то. Тихо, он меня чуть не спалил. Ну все, явно через забор. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Давай наверх. Я думаю, разницы, конечно, особо никакой. Ну, по-моему, поверхно более безопасно. Еще дроны? Ну, Можно так вырубить их. взламывай что-то. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Я вот не знаю, дрона слева нужно ломать или нет. Думаю, пойдет. О, нет! Не пойдет. С этого, с лесов, да, получается? Ну, где вот путь разделяется, оттуда и побежим сейчас. Даже еще ближе. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Так вот, на каком расстоянии он может ломать его? Ломай его полностью. Ну, блин, мне коробка мешает. Всё. Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Куда надо дальше-то? Просто прыгать? Хорошо. Ну все, вырвался. Вот же ж... привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? Да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Знать бы, в какую сторону идти, я бы тебя люблю. не стоял бы на месте. Мы совсем справимся, да? Я пойду. Сейчас они наговорят. Позвоню, как пойду домой. Ну чё, где это богадельня у них? И в другую сторону. Это она, да? Просто пока ты по крышам перемещаешься, все немножко иначе выглядит. Зачем аккорды зажимать? Гитара и так лобает. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Эй, Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. Не Ну, бойся, это мистер странный Ходжес. чувак. Он не кусается. Обычно. Весь дерганый. Правда? Ему бы таблеточку какую. Если он обычно не кусается, он все равно, значит, опасен. Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! На психушку это больше похоже. Можно я Прям посмотрю? пролетая над гнездом кукушки. О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если Эл, они... что? Не, надо просто треснуть!
как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь Мужик так немножко добр, на Глинтвуда мистер похож, но это немножко, Всезнайка. это другой Ну, актер. вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, У офицера у меня Дэвиса пусто. остались жена Рио и сын Мэл. Сын Майлза. Дэвиса или Майлза? Что за фигня? Они кого-то другого хоронят или это не его сын? А также брат Аарон. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да, да. У них разные фамилии с отцом. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Что там бабулька сэндвич не заготовила? Мне пора бежать, На но всех хватит. Я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Да, они тут все такие безобидные и наивные, Соболь что должен просто уже беда. вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду Как его. кролики. Все, на выход. Это чтобы вернуть ребенка. Прям как в детской сказке. Злодей, он очевидный злодей. А герой, он очевидный герой. У них не бывает там серый. Он либо белый, либо черный. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она Ну, как пристрелит мне меня? недалеко. Честно, 50 на 50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Хоть далеко бежать не надо. Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Да, получается, вот тут на него этот... Это что за хрень? Противник! Ну да. Вот он, негатив на него нападет. Попытается отобрать. И потом у нас будет спайк с негативом. Ну, прям всех расстреляли. Чемоданчик потерял. Причем вот эти вот большие мужики, они что в костюме гопников, что в костюме вот этих вот демонов, одинаковые нарисованы, и комплексы одинаковые. Здравствуйте, доктор. Все, тащили доктора. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Потушил типа, да?
Ладно, догоняем. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Белый хуй это мистер Негатив. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Мистер Негатив или просто Негатив его зовут. Надо остановить этот грузовик или там, Ему или тут что большая часть сюжетки посвящена. Я не помню, в мультиках, по-моему, не было его. Но вот именно в мультсериале 94-го. Блять, только хотел приземлиться к ним. В мультсериале, по-моему, 94-го такого не было. Хрена мне тут снесли. Но, по-моему, он был в комиксах. Это Sable International. Нам разрешено стрелять на Так поражение. что якобы все по канону. Повреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Да вообще какая-то война. Ты мешаешь проведению операции. Простите, но операция ракеты на Манхэттене Делали меня вы не сами устраивает. свои операции. Что, все, закончились? Нет, еще один. Это, наверное, автобус сейчас перебил целый. Прежде чем Ну, идти да, за Ли, привет. надо избавиться от ребят на машинах. Стой, оп. Минус один. Не, настройка не ультра. Потому что она работает, короче, на ультрах. Но тогда стрим в 2К не получится. Пришлось настройки пониже делать. Что за... Можно побыстрее? У меня свидание с вашим боссом. А чем его треснуть-то? Тут даже захватить-то нечего. Открыть огонь! Соболь, вы так Ладно, он кого-нибудь так убьете? улетел. Цель потеряна. Ищите ее. Он Какую придет! цель мы ищем? Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Кстати, ну, насчет фильмов про Паука, в принципе, они все неплохие. С Магуайром, знаешь, более ностальгический, что ли. Неплохо, в принципе, и с этим, с Гарфилдом. Чё ж нет. Гадость! Да и с Холландом тоже неплохо. Ты задержал Ли? Работаю над этим! Куда ползем-то? Паук довольно умен. Быстрее! Йо-хо-хо. А, вот сюда надо, да? Я разберусь! Все, чемоданчик утащил. Он меня занегативил. Чувак, что за негатив? Начинается новая жизнь. Все, поплыл, короче, колпак. Пидора. Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Надо к Я нему ждал поближе. тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в Ну, голове? сюжетные, да, погибли из-за неплохо. того, что не нашлось Но героев, тебя игра заставляет готовых их побочки спасти. проходить. Так или иначе, хотя бы штук по 5, по 10 каждой побочки точно лучше пройти, чтобы у тебя всякие там перемещения по городу были прикольные. Чтобы какие-то подачи там открыть. Так, стрелять паутины и все такое. Но вообще сюжетные, побочные миссии, они однообразные и устаешь от них. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Куда надо идти? Бля, явно не сюда. Здесь типа батю Морализа убили. О, И сюда Норман надо. хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. Что ты шастаешь А где в туда-сюда? это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города.
Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Он Норман кого-то прячется тащит. под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску. Стань одним из нас. Давай. Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне. А, ну да. Все души потерянные тобой. Все невинные жертвы, которые... Бля, я ничего не вижу. Надо выйти оттуда. Их кровь на ваших руках! Все сливается нахрен. Чуйку паучью не вижу. Остановить Осборна. У тебя много силы, а я могу дать тебе волю. Бля, чего так до хера-то? Там еще человек 10 бежит. Тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех! Ну так их что-то тут вообще до хрена. Сделка проста. Одна жизнь за целый город душ. Они все бегут и бегут. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне из слоновой кости? Не может быть! Покажи Оп. свою истину. Ну-ка давай вот так вот. Вот таких на 4-й плойке не было клешней. Это точно могу сказать. Они прикольные, кстати. Иди не туда. Уклонение. Да чё ты, падла, прямо в меня лупишь? Ну, на тебе врыло. На колени. Я сорву Ага. с тебя маску и открою твое истинное лицо. Снова, да, Они замес? дали мне клятву, а я отдаю им силу. Не, это не Норман Осборн. Это вот именно... Я должен... Его зовут Ли. Я не брошу вас во тьме, Мартин! У него там мамашка, это, ой, не мамашка, а тетка. И уничтожу твою Тетка личность. Паркера работает у него. В общем, такой. Я найду твою семью и убью всех, кого ты любишь. Осборн тут рыжий, и пока особо этого Защищать этих крыс. не Они представляет считают тебя опасности. опасным. Им на тебя плевать. Но тут вообще не только негатив. Растянутся на целую вечность. Тут сначала мы Икса замочили. Ну, он же в мультиках амбалом был. Так, на них паутина, походу, не действует. Потом мы Шокера забодали. Пеленали Шокера. Он тоже на этого негатива работал. Сейчас вот мы негатива захерачим. И потом у нас еще останется... У нас еще останется этот, как его... Блять. У нас еще останется Скорпион, Носорог и Октавиус. Пока по сюжету Октавиус только-только собирается, короче, фляжкой потечь. Я еще не смотрел, кстати, Uncharted. Да, я все думаю, как-нибудь заняться бы надо, поглядеть. Что там они наснимали про Uncharted. Ну, это такое тоже, знаешь, попкорновый приключенческий экшен. Кормушка чисто для попкорна. А может быть, мне до этого негатива? Долго мы тут бодаться-то с ними будем? Я вообще не вижу. Вообще, по-моему, бесконечно. Да, их бросать надо куда-то, твою мать. На весь экран мне тут написано. Так нельзя! Вы Можно. можете вернуться к свету! Надо сначала накурить. Все, наконец. Ой, как ярко. Сейчас мы еще в метро с ним будем биться. С ним вообще даже драка, в принципе, затянута довольно-таки. Сейчас опять полгорода разнесем. Даже 2 раза посмотрел. На тебя накрыл.
Не знаю, мне хватает одного раза посмотреть попкорновое какое-нибудь кино, чтобы понять, о чем он, и больше не пересматривать. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Как обычно, Соболь прилетели. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Черт Тоже побери. супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Блядь, да это ей в челюсти все, Это чтобы она твоя вина. заткнулась. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Телочка-то Стоп. непростая. Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Но уже Я второй раз пойду с ней. паука ушатывает. Я не забуду. Чуть шея ему не свернула с подачи. Лютая баба. Бля, я думал, мы будем продолжать с этим Ли. Юрий, скажи мне, что вы негативом узнали, где этим прячется мочиться. Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна Черный часть седан. номера. Один из патрульных только Баклажан. что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Ну-ка, давай-ка мы переместимся, если есть такая возможность. Да, как раз. Что туда-сюда мотаться? Да он сейчас будет туда-сюда скакать 10 тысяч лет. Я снова здесь. Что ты говорила? Ага. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Криса Хармса, да, по-моему, другой чувак озвучивает. Я не знаю. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МJ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь как смогу. Хотя вообще, смотря какой перевод. Что ты задумала, МJ? Я думал, с этим негативом драка продолжится, но нет. Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Как хотите. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? Сейчас снова вообще, стелс за к МЖ. черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. МЖ. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Осмотреть выставку Аскорб. Сейчас потом бабайки всякие прилетят, захватят всех в заложники. И мы еще пауком будем тут по стелсу играть. Чё, микробов гея? МЖ. Мы и Жо. Туалет типа сортир. Мистер Ли, Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. полиция! Сюда! Нет! О нет. Ну, как обычно, прилетит паук и всех поймает и выручит. Всех спеленает сейчас. Паутину свою. Че, не знаю, можно следующий стрим еще запилить. Я вот думаю, по пауку или жизнь после запустить. Кому как. Офис мэра Осборна? Я могу услышать мэра Осборна? Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Дядька Борзу просто одним сжатием кулака трубку сломал себе нахрен. Встречаемся на вокзале, надень свой лучший костюм.
Костюм бомжа, что ли? МJ, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Слушай, дроны летают. Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности? Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Пожалуйста. Нет, где вентиляция? Ага, то есть, короче, у нас рыжий МJ тоже есть суперзрение, да? Ой, как удобненько. Юго-западный угол. Иду туда. Но, по-моему, часть этой миссии мы будем за паука проходить. Ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да, если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. А как она, на жопе подъедешь, что ли? Так, я готова. Пошла. Все как дебилы туда ломанулись. А, надо как-то встать. Так, давай. Давай, быстрей. Я просто так не сдамся. Еще один Человек-паук. Стойте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. 李先生，这记者说他知道怎么找到奥斯喷。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。Давай。 Все? Что-то она не очень торопится. Они идут, прыгай за ограду. Окей. Нельзя, чтобы они видели. Как-то он не вовремя повернулся. Ладно, мне наверх. Так угарно на корточках поднимается. И мне куда-то еще выше, да? Ого. Дроны, в укрытие. Планшет у тебя? Да. Тогда скорей. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Да, она сейчас, короче говоря, дронов отключит, и потом будет... Готово. Молодец. Будем за Теперь паука я тебя играть. выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет. Партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже. Но я не позволю. Нет. Я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Так, ладно. Давай сейчас я еще кофейку себе налью, мы сейчас еще один стрим запустим. Добьем, наверное, этого паука, я не знаю, сегодня, до завтра просто. Потом уже будем жизнь после проходить. Сейчас пока мы остановим этот стрим, и минут через 15 запустим следующий. Так что давайте, кто захочет, подключайтесь. Все. Сейчас пока. Всем до свидания. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, удачи, пока.